Утро началось спокойно в главном отделении крупного частного банка в Мюнхене. Среди деловых клиентов в дорогих костюмах почти никто не заметил, как в здание вошел пожилой мужчина в поношенном плаще и с тростью. Его звали Герберт Майер. В руках он держал потертый конверт и медленно направился к стойке обслуживания. Сотрудники и клиенты быстро обратили внимание на его непрезентабельный вид. Некоторые переглянулись, кто-то усмехнулся. Женщина за стойкой, Мари, встретила его без особого интереса. После беглого взгляда на него и конверт, она посчитала, что перед ней обычный пенсионер, возможно, даже заблудившийся. Она отправила его в зону ожидания, не удосужившись проверить документы. Герберт спокойно сел и терпеливо ждал. Его почти никто не воспринимал всерьез. Проходящие мимо менеджеры даже не подходили, решив, что их время слишком ценно для таких клиентов. Он просидел так почти час, пока один из младших сотрудников, Даниэль, не обратил внимания на его присутствие. Что-то в поведении мужчины показалось ему необычным, не раздраженность, не растерянность, а уверенное спокойствие. Даниэль взял конверт, предложил помощь и решил сам взглянуть на данные. Через несколько минут он понял, с кем имеет дело. Оказалось, что Герберт Майер – один из крупнейших инвесторов банка, владеющий значительным пакетом акций. Он был не просто клиентом, а одним из сооснователей этого отделения, давно отошедшим от дел, но все еще внимательно следящим за работой учреждения. Когда информация дошла до главного менеджера, было уже поздно. Герберт покинул банк, не сказав ни слова, оставив только конверт с деталями и внутренней служебной запиской. На следующий день пришло официальное уведомление об увольнении управляющего и повышении Даниэля до руководящей должности. Банк ждал внутренний аудит, и каждый сотрудник чувствовал, что прежняя атмосфера снисходительности и высокомерия больше не вернется. С тех пор многое изменилось. Людей перестали оценивать по одежде. Каждый посетитель стал получать уважение, независимо от того, кто он и сколько у него на счету. Имя Герберта Майера не упоминалось вслух, но все знали, этот незаметный человек напомнил, что уважение не привилегия, а обязанность. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.